Привет, друзья! Вот такой вот у нас ASDOM Dashcam. Это видеорегистратор, и они заявляют, что это 4К. Это у нас GS63H. Ну, с обзором на канале Технозон. Так что сейчас мы его распакуем и, конечно же, поехали. Ну что, распакуем. Совсем распаковочка такая интересная у нас. Так, покупал в Германию. Так, а что у нас здесь написано? Ничего такого, чтобы нас могло заинтересовать, на коробке нет. Ну, давай. Оп, есть. Вот так вот это все дело выглядит. Все упаковано. Смотрим. Сам по себе ASDOM 4К. У нас вау. Смотрите, прикольные материалы. Я что говорю, вау. У нас есть здесь кнопки, меню, Back Mode, Zoom In и выключение звука, Wi-Fi. У нас есть лог видео и Wi-Fi, Zoom Out. Так, что у нас там еще? Парковочный режим и записи подтверждения. Есть AV-In для подключения второй камеры. Есть разъем для TF-карт и кнопка питания. Спереди есть вот такая вот штучка, ну, грубо говоря, покрыта у нас линза пленочкой. Хорошо, сейчас к нему вернемся. Смотрим, что в комплекте. В комплекте у нас есть чего? В комплекте есть крепление. Крепление на стекло. Вернемся уже, ну, короче, мы его когда прикрепим, потом посмотрим. Есть вот для укладки. Вот это классная тема. Для укладки кабеля. То есть, не знаю, знаете, что это такое или нет. Есть у нас кабель, достаточно длинный. И, конечно же, есть вот такой вот, такая фишка для питания. Ну, больше ничего нет. Я не брал версию на это. Есть такая фишка для питания. Сейчас, короче, уже когда... Давайте откроем, посмотрим. Вот, это коротыш, сразу говорю, на 2. И это тоже хорошо, потому что здесь вы можете запитать, допустим, видеорегистратор. А здесь, там, допустим, я запитаю здесь вот такую вот штуку, на которую делал обзор, и ссылочку, на которую кину в описании под видео. Ну что, давайте так. Я его сейчас замонтирую, потом посмотрим, сколько он стоит на Алиэкспрессе, и будем тестировать. Так, первое включение. У нас есть поддержка языков: английский, французский, испанский, португальский, немецкий, итальянский. Тут китайский, корейский, русский есть. Ну, будет русский тогда, окей. Так, выбираем время. Что мы там по времени? В принципе, время не очень-то нам важно, но мы его можем выбрать. Все, с вами молодцы, короче, такие вот. Там навыставляли. Давайте, окей, все, выставим. Пожалуйста, отформатируйте для бесперебойной работы. Форматируется карта памяти, которую мы вставили. Вставили мы сюда карту памяти на 32 гига, поддерживается максимально 128. Сейчас у нас мы видим сразу режим есть 1920 на 1080 60 кадров и видим поиск координат GPS. То есть он, в нем есть встроенный GPS, о чем говорит вот эта штука. Сейчас еще в приложении будем смотреть. Пишет звук, тут мы видим кучу различных каких-то индикаций, но это все мелочи жизни. Нам надо меню. В меню у нас есть разрешение. И тут вот первое, что я вижу, это 2К 30 кадров и 4К у нас 20p24, 24 кадра в секунду. Но из моей практики 1920 на 1080 60 кадров будет выглядеть лучше, потому что будут менее смазаны номера машин, чем вот этот вот 4К. Но мы должны с вами записать, сейчас будем писать во всех режимах работу, то есть начнем с 1080p, я сейчас буду кататься. Цикл записи можно задать, допустим, тут по 3 минуты, по 5, по 10. Таймлапс видео включить, выключить. О, это для съемки, наверное, хорошо этих. WDR поддерживает. Экспозицию можно менять. Можно Vertical Flip Image. Это можно его развернуть для того, чтобы его разместить. То есть можно его размещать вниз и вверх. Например, вот таким вот образом под панелью, либо сверху. Распознавание движения. Ну, я не буду это трогать. Impact Detection это сенсор столкновения, но дело в том, что я не сильно верю в такие системы, которые... Стоп, надо выключить вот этот шум. Которые у нас
работают от датчика столкновения вот этой штуки, не те, которые интегрируются в систему. То есть я не вижу это дело. Записывать аудио, ну, мы выключим, потому что вдруг я матюкаться буду. Штамп даты времени можно включить-выключить. Есть GPS-штамп, оставим, и GPS-инфо. На текущий момент, вот он сейчас показывает, сейчас он ищет спутники, я так вижу, что еще пока ничего не нашел, но на это надо время. G-сенсор, низкий, средний, это для записи аварийных ситуаций. И Speed Unit, мы можем задать километры в час и задать мили. И плюс можем включить живую скорость, ну, посмотрим. Также у нас в меню есть с вами, сейчас, вот, управление Wi-Fi. Тайм-зоны. Давай Wi-Fi включим. Теперь мы должны подключиться к этому Wi-Fi. Я сейчас включу сразу запись экрана. Так, вы видите запись экрана еще дополнительно. Сейчас мы соединимся с этим Wi-Fi. GS63H и пароль 12345678. Ох ты, какой пароль сильный. Подключили к Wi-Fi, в принципе-то все нормально, нам регистратор уже не нужен. Загрузили приложение S-DOM, и вот оно загрузилось. Смотрите, у нас есть вот оно, это приложение. Смотрите, вот так вот у нас оно теперь работает. То есть мы видим это все дело на экране. Вот оно, мы можем с вами переключать режимы. Ну тут вот 1080p 60 Гц. Вот оно переключило камеру. Я вам честно скажу, дело в том, что я ссылки на все видеофайлы, которые есть, вот эти вот оригиналы, размещу в описании под видео. Мы сейчас поедем в горы, покажу вам, какая красота, и вы посмотрите, как он снимает. Что у нас здесь есть? Можно переключить режим, можно сменить режим видео на режим фото. Ну, в принципе, режим фото я не знаю, для чего мне здесь вообще нужен. Есть доступ к файлам. Вот они, файлы, он показывает, какие сегодня отсняли. Теперь есть, можно включать запись аудио, выключать запись аудио. Так, сейчас остановим. Можно переключать на заднюю камеру, и в режиме вот настроек у нас можно выбрать размер видео, разрешение видео. Можно выбрать циклическую запись, можно включить WDR, можно экспозицию включить, обнаружение движения столкновения, запись аудио, чувствительность датчика удара, мониторинг парковки, настройка языка, штамп видео можно сделать, системные настройки, вернее настроить штамп видео, время синхронизации успешно настроено, и бесплатное хранилище. Честно говоря, вообще не понимаю, о чем это ведет речь. Можно отформатировать карту памяти. Конечно же, можно поменять пароль Wi-Fi. Больше здесь ничего нет. Если мы выйдем, то можно посмотреть видео в режиме реального времени и обновить. То есть можно попробовать обновить версию. Ну, у нас последняя версия этого приложения. Если говорить о том, за сколько мы его покупали, то на Алиэкспрессе, смотрите, вот он S-DOM, я его покупал, я без карты памяти брал, без карты памяти он здесь есть вариант за 42 евро, в принципе хорошая цена, с доставкой обошелся, бесплатная доставка. Теперь из характеристик могу отметить 170, ну здесь много характеристик, в принципе по ссылке в описании под видео на проверенного продавца можете пойти и почитать все характеристики, которые они пишут. Но из основного это 170 градусов рыбий глаз, широкая камера, да, широкоугольная. Это у нас поддержка H264 кодека 2880 на 2160, максимальный поддерживаемый объем карты памяти 128 гигабайт. Ну и в принципе тут очень много ничего понаписывали. Чипсет Novatek, не новый. Из того, что здесь прикольного, это камера. Знаете, что они заявляют? Что здесь у них стоит, сейчас скажем, IMX 335 Sony. Неплохой сенсор для видеорегистраторов. Я не скажу, что это лучший сенсор, но неплохой. Можно купить в варианте с задней камерой. Смотрите. И с задней камеры он будет стоить, вот задней камеры он будет стоить 53,23 без карты памяти. Либо 60 евро с картой памяти. Ну, есть как есть. Хорошо, давайте так. Я ее сейчас уже леплю. Мы с вами едем, катаемся и определяемся насчет качества видео. Вернее, вы сами в комментах напишите, когда посмотрите оригинал этих видео. Стоит он этих денег или не стоит, и вообще насколько он интересен. Переходим.
Ну что, посмотрели немножко, да, показал вам интересных вещей, интересных таких моментов. Дело в том, что вот сейчас хочу вам с вами обсудить немножко то, что я вижу. Из того, что прикольно, это вот сейчас вот камера, я вам поверну, видите, она показывает изначально тут время и скорость. То есть вы можете нажать и будете видеть вот такой вот режим, то есть как оно записывает. У меня еще вот так вот стоит мониторчик. Знаете, ну, кроме того, что она лишена абсолютно каких-либо режимов, там, ADAS там, и всего остального, то есть она просто снимает. Я же говорю, когда вы посмотрите качество видео, то есть в разных форматах, вам уже будет самим решать, как и что и почему. То есть, ну, номера, я вам честно скажу, я вижу, вот я монитор специально поставил, да, я вижу номера. Насколько они будут различимы при приближении на каких-то больших скоростях, для меня трудно сказать. Но в целом, мне понравился регистратор, я уже просмотрел пару видео моментов, мне понравился регистратор за эту цену, а уже по качеству видео решать вам. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон, пока.